Добрый день, друзья! Ох, это коварное весеннее солнце! Как нам хочется весеннего тепла, чтобы закончилась зима. Но для наших орхидей бывает это очень опасно. Со мной такое случается всего второй раз. Вот эта орхидея очень-очень давно получила солнечный ожог. Я об этом все время помнила. На листике было небольшое пятнышко желтенькое. И я все время об этом помнила, и эту орхидею я убрала на то окно, на котором солнца практически не бывает. Я вам ее недавно показывала, это пират Пикати. О ней расскажу еще чуть позже. Но и на старуху бывает проруха. Раз в 8 лет что-то да случается. Есть у меня большая орхидея Монтрю. Я вам говорила, что я расскажу о ней отдельно. Она с большими крупными листьями, у меня всегда проблема, куда ее поставить. А так как цветет она постоянно, я даже не успеваю ее удобрять. В каких-то промежутках между тем, что она заканчивает цветение и уже растет новый цветонос, я там еще применяю к ней удобрения. И получилось так, что я ее поставила на южное окно, просто переставляя орхидеи, поставила ее буквально на пару дней на южное окно. И в какой-то из дней у нас была пасмурная погода, это случилось еще в феврале. Была пасмурная погода, было все затянуто облаками. Я буквально на 2 часа уехала из дома, и в это время все облака разошлись, и появилось даже еще зимнее солнце. Я не знаю, сколько точно на нее светило, но, наверное, больше получаса. Поэтому у нее просто сгорело 2 листа. Сейчас я вам их покажу. Один лист, и я не знаю, как на это попало, и второй лист. Видите, какие страшные солнечные ожоги. Вот для наших орхидей хватает буквально 15 минут для того, чтобы через окно, без какого-то притенения, солнышко сыграло такую злую роль с листьями орхидеи. И, кстати, мне уже, почему я это еще и показываю, мне уже начали писать, что черные пятна появились на листьях. Вот эти черные пятна, которые появляются от солнечных ожогов. Да, с орхидеей в этом случае ничего не случится. Вот орхидею, которую я показывала первая, я не отрезала эти листья. Эти листья, вот здесь все умирает в листе, это все сгорает, что здесь находится в листике. Вот здесь образовалась сухая часть, а здесь даже какая-то, знаете, она не догорела, она влажная. И вот когда получается такой полувлажная часть листа, вот здесь нужно обрезать. Так как здесь сухая, я обрезать не буду. Он потихоньку, вот на той орхидее засыхал лист 2 года. И поэтому я и сейчас не буду трогать, и обрезать это не буду. Этот лист, сейчас покажу, неудобно показывать. Вот этот лист остался очень плотный. Вот этот лист, который сгорел, наверное, даже сильнее, он уже начал отсыхать, и пошла эта вся сухость к основанию орхидеи. Он спокойно тоже его отсушит, отпадет, ничего в этом страшного нет, но просто если у вас южная сторона, то обязательно притеняйте от уже весеннего, у меня даже это получилось зимнее солнце, от весеннего яркого солнца. У меня потом на той стороне распустятся деревья, поэтому такого прямого солнца не будет. Но если есть тюлевые занавески, значит, за орхидею сделайте тюлевые занавески. Если тюлевые, органза, если что-то есть на окне, то притеняйте. Конечно, это не должна быть плотная ткань, чтобы закрывала совсем солнце. Но это нужно делать только на время прямых солнечных лучей. Если не попадают прямые солнечные лучи, то, конечно, мы это все убираем. На том окне
о котором я говорю, у меня с одной стороны сеточка от комаров. Вот этой сеточки тоже достаточно. И с той стороны, вот окно разделено на две части, с той стороны ничего не сгорело, все также осталось хорошо. А вот на той стороне, где нет сеточки от комаров, вот я получила такую неприятность. Вот эти 2 месяца, пока распускается у нас листва, и у меня действительно окно закрыто, там дерево стоит, листики зелененькие, никакого там солнца нет, я притеняю вот таким способом. Потому что мне это всего нужно часа на 2. Есть вот такие автомобильные сетки, даже при том, что она черная, она спасает от этих солнечных, от ярких, жгучих солнечных лучей. Да, она не очень эстетично выглядит, но так как она у меня всего закрывает вот так орхидейку пару часов, мне ее очень удобно потом убрать. Они есть разных расцветок. И мне муж сшил еще вот такую из органзы. Вот такая у меня есть еще закрывашка от орхидей, от солнца. Она состоит из 2 слоев органзы, тоже прекрасно прикрывает. Даже если это белая будет, светлая органза, неважно какого она цвета, главное, чтобы просто притянила от солнышка. А потом, когда солнце уходит, конечно, это надо убирать. Я знаю, что девочки просто наклеивают все стекло, заклеивают такой органзой, потому что не у всех есть, ну, у меня 3-й этаж, поэтому деревья дорастают, а у кого 10-й, 12-й, 15-й этаж, там, конечно, никакое дерево не дорастет, и для того, чтобы не забывать убирать вот эти вставочки, которые у меня, просто наклеивают тонкую органзу на окно. И это тоже защищает наши орхидеи от прямого солнечного света, вот именно этого палящего солнечного света. Но вы знаете, кто был на море, если сам не сгорал, то обязательно на пляже кто-нибудь есть, кто заснул на солнышке, у кого такие красные пятна, потом эта кожа облазит, но у нас кожа регенерирует. К сожалению, у орхидеи листики так не регенерируют, поэтому нужно их как-то предохранить от этого яркого солнца. Но эта орхидея, после того, как она сгорела, я вам сказала, что она выпустила новый цветонос. На нее это никак не повлияло. Ну, лишилась 2 листиков. Она продолжила свой старый цветонос, продолжила наращивать бутончики. Поэтому для нее это, ну, был, наверное, какой-то стресс, но не было огромным стрессом. А может быть, этот стресс дал толчок к выпуску нового цветоноса. Но вообще-то она все время, вот видите, даже есть необрезанный цветонос, это она все время цветет. Вот она такая. Она все время выпускает цветоносы, все время цветет, но жадная, как я говорю. Вот ее 3 цветочка, вот продолжает цветонос, здесь будет 5 цветочков. А первый цветонос она обязательно выпускает всего с 3 цветочками. Жадная, но активная. А эта орхидея, можно сказать, что это звезда Ютуба. Когда я вам показывала омоложение орхидеи, ну не омоложение, а пересадку орхидеи, но называется ролик «Омоложение орхидеи», этот ролик набрал более 1 миллиона просмотров. И я вам просто хочу показать, что после омоложения, по-моему, месяца 3 прошло, мы ее в декабре с вами омолаживали, и вот распустился первый цветок. Я очень люблю эту орхидею. Она немного выгорает, потом становится более розовой, но первые дней 5 стоит цветок с интенсивной окраской. Вот омоложение или простая пересадка дает свои результаты. Много вопросов, а что же, а как же, а что же с этой орхидеей дальше? Все хорошо. Она уже цветет. Есть конденсат в горшке. Вам еще раз напоминаю, что она стоит на подоконнике вот этой стороной
к окошку. У нас еще прохладно довольно-таки. У нас в этом году март, почти как в прошлом году февраль. За окном у нас где-то около 0. На том подоконнике, которому она стоит, нет никаких приспособлений для утепления. Поэтому с этой стороны в горшочке в двойном собирается конденсат. Той стороной, которая она стоит в кухню, конденсата нет. Здесь тоже присутствует конденсат. Корни еще влажные. Я не обращаю внимания на конденсат. Я смотрю только по состоянию корней. Корни еще слегка зеленые, поэтому поливать ее рано. Поливаю только тогда, когда все корешки просохнут одинаково. Есть растущие корни, здесь просто вам не видно. Здесь тоже в горшке есть растущие корни. Правильное омоложение орхидеи – это залог здоровья орхидеи. Еще раз о том, как сгорают наши орхидеи на солнце. В прошлом году девочки говорили даже о том, что забыли орхидею действительно на солнце, и сгорел стволик орхидеи. Вот когда сгорит стволик, орхидею восстановить практически невозможно. Поэтому будьте внимательны к зимнему, к весеннему, особенно к летнему солнцу. Я знаю, что у кого-то еще лежит снег, и как бы о весне даже и думать не приходится, но очень хочется, потому что весенний уже месяц. Притеняйте свои орхидеи, чтобы с вашими орхидеями тоже не случилось такой неприятности. Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте. С удовольствием на них отвечу. До новых встреч. Увидимся на канале.